Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. От больших проектов всегда остаются какие-то маленькие клубочки, которые тоже хочется куда-нибудь использовать. И в этом видео я хочу показать вам очередную очень простую идею из остатков пряжи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и давайте начинать. Это у меня в остатках полиэфирная пряжа Caramel Baby, 2-миллиметровый шнур, который обычно я вяжу крючком 3 миллиметра. Итак, в этом видео я хочу показать вам, как можно связать полосатые изделия из 3 цветов без каких-либо переходов и без соединений, то есть по спирали. Беру шнур розового цвета, у меня его больше всего, делаю магическую петлю, как обычно, вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую нитку, делаю первую петлю подъема. Немного подтягиваю магическую петлю. Дальше делаю столбик без накидов в магическую петлю. И на время забываю про розовый цвет. Следующий цвет, который я буду использовать, будет коричневый. Итак, беру коричневый. Опять вставляю крючок в магическую петлю. Подхватываю коричневую нитку. Делаю воздушную петлю из магической, да? Это будет петля подъема, вот так. И добавляю снова столбик без накида коричневой ниткой. И снова на время забываю про коричневую нить. И последний цвет, который я ввяжу в магическую петлю, будет голубой. Беру голубую нитку, делаю то же самое. Вставляю крючок в магическую петлю, делаю воздушную петлю подъема голубой ниткой и добавляю в центр столбик без накида. И дальше затяну магическую петлю. У меня получается 6 петель в магическую петлю, как в обычном идеальном круге. И дальше я перехожу к вязанию второго ряда. Это был первый ряд. Итак, второй ряд, насколько вы все помните, в идеальном круге это удвоение каждой петли предыдущего ряда. Итак, я пока вяжу голубой ниткой, и ее я пока не бросаю. Метод, которым я буду вязать, называется метод Helix, что означает спираль с греческого языка. И, соответственно, мы будем вязать по спирали. Итак, вставляю крючок в первую подъемную петлю, вот так, в розовую, подхватываю голубую нить и делаю в эту точку 2 столбика без накида. Раз, два. Дальше вставляю крючок под обе дужки следующей петли и делаю снова в эту точку 2 столбика без накида. Раз, два. Снова вытаскиваю немного петлю голубую и забываю, потому что, смотрите, розовые петли у меня закончились. Соответственно, голубой ниткой я буду вязать исключительно по розовым петлям. И возвращаюсь к розовой нити. Уменьшаю петлю до нужного размера. Здесь тоже все подтягиваю. И делаю то же самое, что я сейчас делала голубой ниткой, только розовый еще раз. Вставляю крючок в первую петлю коричневой нити. Делаю в эту точку 2 столбика без накида обычных. Раз, два. И дальше в следующую точку под обе дужки снова делаю 2 столбика без накида. Снова немножко вытаскиваю нить, чтобы она никуда не делась, и перехожу к вязанию коричневой ниткой. Итак, розовая нить вяжет исключительно по коричневой нити, коричневая нить вяжет исключительно по голубой нити, а голубая только по розовой. Итак, коричневой ниткой повторяю то же самое в третий раз. Вставляю крючок в первую подъемную голубую петлю, делаю в нее 2 столбика без накида коричневой ниткой, и в следующую точку снова делаю 2 столбика без накида. Получается, вот смотрите, какая получается спираль. И на этом второй ряд закончен. Перехожу сразу к третьему ряду. В третьем ряду
Я сейчас работаю коричневой ниткой и продолжу вязать коричневой ниткой. Фактически формула рядов здесь идентична идеальному кругу. То есть третий ряд — это чередование: 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли. Итак, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида, 1, 2, снова 1 столбик без накида. Работаю за 2 дольки косички, 2 столбика без накида. Хотя здесь можно использовать любой узор и любые петли. Вытаскиваю немного коричневую нить, голубые петли у меня закончились, значит дальше я буду вязать голубой ниткой. И снова вяжу 1, 2, 1, 2. 1 столбик без накида, 2 столбика без накида, 1 и 2. И еще раз. 1 и 2. 1, 2. Итак, теперь закончилась голубая нитка. И последний, третий раз повторяю все то же самое, только уже розовой ниткой. И снова. 1. Дальше 2 петли. 1, 2. 1 петля. И снова 2 петли. 1, 2. Вот уже, смотрите, спираль ясно видна практически. И на этом третий ряд закончен. Четвертый ряд, начинаю его розовой нитью, и четвертый ряд будет вязаться по формуле 2 петли, то есть прибавка, и 2 раза по 1 петле. Делаю 1, и в эту же точку прибавка 2, и дальше 2 раза по 1 петле. 1 и 2. И повторяем этот мотив еще один раз. Снова 1 и прибавка в эту же точку, 2 и 2 раза по 1 петле. 1 и 2. Подхожу я к концу коричневых петель, розовую петлю вытаскиваю, чтобы она не потерялась, и перехожу к вязанию коричневой ниткой. И здесь я повторяю все то же самое. Опять 2 петли в одну точку, то есть прибавка 1, 2, 1 петля, и второй раз 1 петля. Опять 2 петли в одну точку, то есть прибавка 1, 2 и 2 раза по 1 петле. 1, 2. Коричневый ряд закончен. Перехожу к синей нитке. И здесь повторяю все то же самое снова 2 раза. 2 петли в одну точку, то есть прибавка 1, 2, 2 раза по 1 петле, 1, 2, и еще раз 2 петли в одну точку, 1, 2 и 2 раза по 1 петле, 1, 2. Четвертый ряд на этом закончен. Перехожу к вязанию пятого ряда. Раппорт в пятом ряду будет такой: 3 одиночных петли и прибавка. Повторяю 2 раза каждым цветом. Итак, 1, 2, 3. Прибавка. 1 и в эту же точку 2. И снова 1, 2, 3 и прибавка. 2 петли в одну точку.
Голубая нитка закончена. И перехожу к вязанию розовой ниткой. То же самое. Раз, два, три и прибавка, то есть 2 петли в одну точку. Раз, два. И снова. Раз, два, три. И снова прибавка. 2 петли в одну точку. Розовая нитка закончена. Дальше опять коричневая. И снова. Раз, два, три. И прибавка. 2 петли в одну точку. И снова. Раз, два, три. И прибавка. 2 петли в одну точку. Смотрите, провязала я 5 рядов. Вот что получается, да? Получается розовый ряд, над ним строго голубой ряд, над ним коричневый ряд, а над ним опять розовый ряд. И так они переходят друг за другом. Дальше я вам просто оставлю схему каждого ряда. Каждым цветом мы повторяем 2 мотива, и, соответственно, у нас 3 цвета, получается 6 повторений. И работаем так на нужную величину круга. Таким приемом можно связать коврик, можно связать сумку, можно косметичку, кошелек, можно связать подушку и даже беретик. Использовать остатки пряжи и сделать такое полосатое изделие, в котором один цвет будет строго идти над другим цветом. Провязала я этим приемом 9 рядов. Посмотрите, что получается. Вот они, спиральки. Дальше я хочу сделать из этой заготовки кошелек. У меня есть вот такой фемуар. Прикладываю фемуар к своему вязанию. Размеры вязания совпадают с фемуаром. И я перестаю вязать с прибавками. То есть все последующие ряды, начиная с 10, я уже буду вязать без прибавок. Здесь достаточно просто. Вяжу, например, коричневой ниткой. В уме держу, что коричневой ниткой я вяжу строго по голубым петлям. Соответственно, я буду вязать, пока мои голубые петли не закончатся. В каждую петлю по одному столбику без накида. Дохожу до конца голубых петель. Вытаскиваю коричневую нить и бросаю вязать коричневой ниткой. И перехожу к тому цвету, который у меня закончился. Это был голубой. И теперь я вяжу голубой ниткой. Я опять держу в уме, что голубой нитью я вяжу исключительно по розовым петлям. И поэтому вяжу пока розовые петли опять не закончатся по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Не забываю, что в 10 ряду я уже перестаю делать прибавки. Так, подхожу к завершению розовых петель. Так, еще 2 петли. Так. Снова вытаскиваю немного голубую нить и перехожу к вязанию розовой ниткой. Смотрите, розовой нитью я буду вязать по коричневым петлям, то есть, соответственно, вот этот весь полукруг. Затем коричневые петли у меня закончатся, я опять продолжу голубой ниткой. Голубые петли закончатся, я продолжу розовой ниткой. И так я буду вязать, но пока у меня нити не закончатся. Связала я несколько рядов этим узором. Смотрите, что получается. Вот оно, донышко, да? И здесь нет ни края, ни стыка, ничего. Каждый ряд начинает
в следующую полоску. И эти полоски бесконечны. Как закончить такое вязание? Я вяжу в 3 нити. У меня число петель в круге 54. 54 делю на 3 получается 18. И соответственно вот этих кромочных косичек каждого цвета у меня по 18. И на этом можно остановиться. У меня закончилась моя коричневая нить, она оказалась самой короткой. Делаю стык, чтобы не было петельки. Вытаскиваю нить через последнюю петлю, пропускаю одну петлю, завожу крючок с изнанки на лицо в следующую, вот так, подхватываю коричневую нитку и увожу ее еще в последний связанный столбик. Вот так и вот так. Вот. Получается, что вязание смыкается и здесь не образуются ступеньки. С розовой ниткой поступаю точно так же. Обрезаю ее сначала. Затем хвостик заплавляю, потому что ниточка это очень сыпется. И опять одну петлю пропускаю, вот эту. В следующую петлю вставляю крючок, увожу нитку наизнанку и завожу хвостик в последний столбик. Раз, два, вот так. И хвостик увожу наизнанку. Остается у меня еще голубая нитка, и голубой ниткой я хочу доделать этот ряд целиком. То есть просто вяжу по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, чтобы мой последний ряд был целиком одного какого-то цвета. Я выбрала вот голубой цвет. В точке, где заканчиваются розовые петли, смотрите, как я вяжу. Я вставляю крючок под обе тушки, и розовые, и под обе тушки коричневых петель. Вот так. И хвостик прокладываю вдоль вязаного ряда. Вот так. Подтягиваю хвостик и продолжаю вязать голубой ниточкой. Да? Хвостик ввязываю в изделие. Вяжу так. И точно так же поступаю с коричневым хвостиком. Дальше у меня пойдут голубые петли, и я вяжу еще 18 столбиков без накида голубой ниткой по голубым петлям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 18. Нитку дальше нужно оставить длинную. Этой ниткой я буду еще пришивать свой фемуар. Вытаскиваю нить через последнюю петлю. С изнанки на лицо завожу крючок во второе звено, под обе косички подхватываю рабочую нитку, опять нить вывожу, завожу опять крючок в последний столбик, раз, два, подхватываю петлю и вытягиваю всю нитку через эту петлю. Вот так должно получиться. Дальше я выверну
свое изделие на изнаночную сторону. Здесь вот у меня еще 3 хвостика. И просто прячу эти хвостики в вязаных рядах, каждый в своем цвете. То есть розовый я прячу в розовом ряду. Так будет просто красивее. Само изделие на этом закончено, и мне остается лишь пришить фемуар кверху своего кошелька. Пришивать я буду остатком вот этой голубой нити. У меня уже есть один видео мастер-класс по похожему изделию. Он связан полностью розовым цветом, и там я подробно показывала, как я пришиваю этот фемуар. В этом изделии все будет аналогично, и поэтому здесь останавливаться на этом я не буду. Я просто вам оставлю ссылку вот здесь по подсказке, либо внизу под видео. Вы найдете это видео, и там сможете посмотреть, как пришивается этот фемуар. Пришила я фермуар. Смотрите, вот такой кошелечек получился. Ниточки я тоже все забрала, спрятала. Специально его набила, чтобы вы могли посмотреть, какая форма выходит. Так вот он закрывается, открывается. Здесь более мягкая вязка, она рыхлая. Да, то есть я легко могу его смять в руках и придать какую-то форму. В отличие вот от этого кошелечка, здесь все очень жесткое, но здесь и более плотный узор использован и на донышке, и на самом изделии, на самом кошельке. А вот таким получается кошелечек, связанный этим методом Helix по спирали. Видите, здесь нет стыков рядов и нет переходов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также задавайте свои вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. Спасибо за внимание. Пока-пока.